Всем привет! С вами Женя и Макс. Вы снова на канале «Путешествуйте с нами». И сегодня мы приехали в замечательный музей. Братьев Нобелей. Так что будет интересно. Пойдемте. Все покажем и расскажем. Музей находится на въезде в Батуми, недалеко от ЖД вокзала, в бывшей батумской конторе нефтепромыслового общества братьев Нобелей, которым они владели до революции. Многие слышали о Нобелевской премии и изобретателе динамита, но мало кто знает о вкладе Нобелей в технологическое развитие Кавказа. Автором идеи начать собственный нефтяной бизнес был Роберт Нобель, впервые увидевший нефтепромыслы Баку в 1873 году. Во время своих поездок по югу Российской империи в поисках ореховой древесины для оружейных прикладов для завода в Ижевске, в котором Нобели были совладельцами. Через несколько лет товарищество нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно БраНобель, стало по тем временам крупнейшей российской нефтяной компанией, которая вела нефтедобычу и нефтепереработку на Кавказе. Это была первая в российской истории нефтяная компания, имевшая полный технологический цикл от разведки до сбыта. Братья Людвиг, Роберт и Альфред Нобели были пионерами во многих инженерных и коммерческих начинаниях. Они создали собственную транспортную и сбытовую сеть, проложили нефтепровод и железную дорогу из Баку в Батуми, создали вагоны-цистерны, построили первые танкеры, нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Все это стало основой для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Новой России. Некоторые построенные компанией сооружения, такие как нефтяные резервуары, используются и в 21 веке. К сведению, до Нобелей нефть доставлялась с места добычи на заводы в бочках на телегах, а керосин с заводов в бочках же по реке в Нижний Новгород и уже оттуда развозился по всей России. Кроме того, компания была известна прогрессивной для тех лет кадровой политикой. Ей создана собственная система профессионального образования, строилось благоустроенное жилье, действовала собственная медицинская служба. Кстати, помимо Нобелевской премии, учрежденной в 1897 году Альфредом Нобелем, были еще учрежденные Русским техническим обществом имени Людвига Нобеля в 1889 и Эммануила Нобеля в 1904 году. Экспонаты музея рассказывают о деятельности в Батуми братьев Нобель, не побоявшихся вступить в открытое противостояние с Рокфеллерами и Ротшильдами. Также в экспозиции представлены материалы о производстве табака и чая в Аджарии. А вы уже были здесь? Напишите нам в комментариях. Ну и если понравилось видео, поставьте лайк. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Дальше будет еще интереснее.